На это видео меня вдохновило множество удивленных отзывов от людей, не понимающих, почему между ингушами и грузинами такие близкие отношения. И действительно, повсюду, где упоминается ингуш или грузин, можно наблюдать исключительно позитивные взаимные пожелания. Кто-то, возможно, думает, что эта тенденция существует только в сети и только последние годы. Но когда вы узнаете, сколько всего они вместе вынесли, думаю, что все станет ясно. Досмотрите до конца, не забывайте подписываться на канал, а мы начинаем. В грузинских летописях упоминается царь Фарнаваз, живший в IV веке до нашей эры. К его достижениям относят успешную внешнюю политику, а также создание грузинской письменности. Но есть еще один увлекательный факт. Его женой была девушка из соседней Дзудзукеты. В ту эпоху семейные узы являлись свидетельством военно-политического союза. Потому мы можем считать, что еще 2500 лет назад грузины и ингуши были близкими союзниками. Доказательством этому является то, что после смерти Фарнаваза грузинская знать противодействует его сыну Саурмагу, и тот вынужден обратиться за помощью к союзникам-дзудзукам. Совместными усилиями власть восстанавливается, и в каждую область назначается наместник. Везде, но не в Дзудзукете, что указывает на особые отношения с нахскими племенами. Должно быть, у грузин не возникало сомнений в их надежности, и потому не было нужды дополнительно следить за союзниками. Такое положение дел остается неизменным вот уже 2 тысячелетия. Не было замечено ни одного события, где бы ингуши или грузины конфликтовали, что удивительно, ведь их земли находятся по соседству, и обычно у всех соседей возникают столкновения на границе. Но особенность такова, что на Кавказе всегда не хватало свободной земли, и потому для местных людей эта тема является наиболее болезненной. Понимая это, ингуши и грузины никогда не имели каких-либо границ, символично считая межой Кавказские горы. В начале IV века грузинское царство официально принимает христианство, что не может не иметь влияния на соседних ингушей. На данный момент древнейший христианский храм в России находится в Ингушетии и называется Тхаба-Ярды. Он основан в VIII веке и является свидетелем миссионерства грузинских священников на этих землях. Возможно, вы удивитесь, как же он так уцелел, ведь ему более 1000 лет. На самом деле он не единожды уже мог быть уничтожен, в том числе и в советскую эпоху, когда коммунисты сносили святилища, пытаясь так воевать с Богом. Но ингуши с уважением относятся к этому месту, постоянно его восстанавливая, в том числе и потому, что оно является одним из символов совместной эпохи с грузинами. Такими же символами являются башни в грузинской области Хевсурети, находящейся недалеко от Ингушетии. Многие из них являются буквально точной копией ингушских, а несколько даже имеют на себе национальную ингушскую символику. Хевсурские башни отличаются от остальных грузинских башен в той же Сванети и очень схожи с ингушскими, что вновь указывает на очень тесные связи между двумя соседними нациями. Возможно, ингуши помогали хевсурам возводить их, а возможно, даже делали это сами. Также не вызывает никаких сомнений, что ингуши были абсолютно своими в грузинском государстве. С каждой археологической находкой в этом убеждаешься все больше. Ингушами использовалась грузинская письменность и монеты. Ингушские купцы часто бывали в Тбилиси и Кутаиси. А когда Грузия находилась в состоянии войны, нахские племена неизменно выступали союзниками грузин и защищали свой общий дом. Каким образом грузинское письмо появилось в Ингушских горах? И у нас это часто мы их находим. Находим на склепах, на башнях и на предметах быстро. На мисках находим, на кувшинах находим. Один из таких именных ингушских предметов хранится по сей день и в Тбилиси. Вот этот самый кувшин, он
Это не выдающееся такое произведение искусства, которое относится или к церковной утвари и так далее. Это обычный кувшинчик, который был распространен, которым пользовались простые люди. А на ней надпись, на кувшине надпись. Значит, письменность была распространена довольно широко. Но почему именно о Сом-Тавруле? Распространение грузинской письменности в Ингушетии свидетельство ранних и давних культурных, политических связей между двумя родственными народами, ингушами и грузинами. Но после нашествия монголов, а позже сельджуков, ситуация ухудшилась на всем Кавказе. Некогда мощное грузинское государство находилось в упадке и отбивалось от многочисленных завоевателей. Несколько соседних племен, видя, что Грузия находится в нескончаемой войне и не имеет сил для защиты всех своих земель, воспользовались моментом и осуществляли набеги. Это могли сделать и ингуши, но они никогда не поставили сиюминутную выгоду выше своей чести. И потому, когда в XVIII веке многие дагестанские племена систематически нападали на грузинские села, ингуши оставались надежными союзниками и защищали Грузию как свою землю. Именно поэтому ингушские делегации всегда были желанными гостями, а грузинские князья опекали многих ингушей, кто находился в Грузии на службе или обучении. Одним из таких был Инал Парагульгов, служивший в Тифлисе. На фото он слева, возле него стоит его друг князь Ливан Анчабадзе. Снимок сделан в конце XIX века. В подобной ситуации был и Эльмурза Гулиев. Он с 12 лет воспитывался у грузинского князя Урбелиане, участвовал в русско-японской войне, а с началом Великой войны записался в ингушский конный полк Дикой дивизии. И в полку, и в самой дивизии командующие были грузины. Ингуши по своей сути, как и все кавказцы, свободолюбивы, а потому не очень-то хотели подчиняться какому-то начальнику. Но тот факт, что командующими были грузины, очень облегчил судьбу бойцов, так как в Дикой дивизии все было не по уставу, а по кавказским адатам. То есть больше всего почитали того, кто был старше, а не у кого выше должность. А вот как звучит гимн ингушского конного полка. Не знаю страха, не боится пуля, нас веду атака, храбрый Мирчули. Пушками отбили зарадом от души, вся Россия, знаю, джигиты ингуши. В 1905 году Кутаисскую губернию захлестнули восстания. На подавление мятежа выдвинулся полковник Толмачев. В числе его бойцов были также ингуши и чеченцы. Грузины были удивлены этим и сообщили ингушским и чеченским тейпам о недостойном поведении их сыновей. В итоге аксакалы выслали делегацию к своим солдатам, и почти все они послушались и отказались участвовать в данном действии. Но 10 человек осталось. На что старейшины им ответили: «Вас тут убьют как собак, и мы не будем за вас мстить». Об этой ситуации написали в газете 1919 года. В видео об ингушах на моем канале я упоминал о выселении их в 1944 году. Часть Ингушетии отдали осетинам, а часть грузинам. Когда в 1957 истинные хозяева стали появляться на своей земле, грузины поступили так, как должны поступить настоящие кавказцы. Лучше всего об этом скажут свидетели этих событий. Я помню, что, может быть, не надо об этом говорить, осетины очень плохо встретили ингушей. Они их не только не пускали в свои дома, они их даже в районы не пускали, пригородный район, откуда их выселяли. Они их не пускали в пригородный район, не прописывали, детям учиться не давали. Половина Ингушетии, которой принадлежала земля, все это осетины, замер. И живут сегодня. Мать сказал: поедем, говорит, посмотрим кладбище наши.
Там отец, все наши кладбища. Ингуши там живут, татарские. А наши кладбища, которые учился хвалцев. В Ташском. Эти надгробные камни. Нагорный камень. Всех забрали и застрелили. Использовали как строительный материал. Свиньи, полы. Фермы строили. Разве Из так делали? надгробных камней. О, Сожалею, потому что в Гамурзиево жили не грузины. И жили там осетины. И уезжая они, все, что ломать могли, ломали. То, что вырубить могли, сады вырубили. Насколько я знаю, по рассказам стариков, вот особенно вот у меня родственники мужичи, алкуня, вот по их рассказам, те грузины, что жили там, в основном это были хепсуры, по-моему, они ингушей встретили очень хорошо, говорили, что это их земли, что им предложили там жить, и что они поддерживали жилища ингушей в нормальном состоянии для того, чтобы рано или поздно передать их настоящим хозяевам. И насколько по рассказам стариков я знаю, они действительно в хорошем состоянии содержали эти дома и спокойно, без всяких конфликтов освобождали дома и уезжали к себе домой. грузины все освободили ингушские земля, ингушские дома. Все. Они обрадовались, что вас, говорит, выселили неправильно, вас вернули мират, ваши дома, говорит, все грузины, говорит, освободят и вернитесь. Ушли сразу. Месяц, 2 месяца не стало, что они освободили. Хорошие соседи вот так должны поступать. Отношение стало гораздо лучше. Люди говорят, что после нашего возвращения отношения с грузинским народом стали гораздо теплее. მონაყოლი მამაჩემისგან მახსოვს და ისაც მახსოვს რომ დადიოდნენ რაღაც თეთრი ხალათი ეცვა ორი ჯიბეები ქონდა იმათი მთავრობის ალბათ საბჭოს თავმჯდომარე იყო ადგილობრივ საბჭოს თავმჯდომარე და მამაჩემს შესთავაზეს იქ რომ დარჩენილი იყო 10 ოჯახი ნებისმიერი სოფელი აერჩიათ საცხოვრებლად ამას არავინ დაუდგებოდა წინ და სოფლისთვის დაერქმიათ დრუჟბა ეგეთი შეთავაზება ქონდა მაგრამ მამაჩემი არ დათანხმდა და რატო არ დათანხმდა? რომ მამაჩემი ხსნიდა ამას იმითი, რომ მიუღებელია მთიელი კაცისათვის სხვის მიწაზე ფეხის დადგმა და ცხოვრება. რაც იმას არ ეკუთვნის, საერთოდ ტრადიციულად მოდიოდა ეს და აუტანელი იქნებოდა იმათვის, შეიძლება დაუშვათ 90-95%-ისთვის მისაღები იყო დაუშვათ ესეთი სოფლის არსებობა, მაგრამ ვიღაცა იქნებოდა იქ, ვისაც ჩემი წაწყალზე სხვა დადის და არ უნდა დადიოდეს რა. ეს რო არ გამოეწვიათ ეს გულის ტკივილი, ნუ იქ ვერავინ ამას ეტყოდა, იმიტომ საბჭოთა პერიოდი იყო, ამას უფლებას არავინ მიცემდა, მაგრამ უბრალოდ ამათ იფიქრეს, რომ ეგრე იქნებოდა, ეგრეც იქნებოდა, სხვანაირად არ იქნებოდა და ადრე წამოვიდა, არ დათანხმდა. როგორც 57 წელს დაიწყო. მოხდა იქ ისიც, ვინცაც რა ქონდა ეს პირუტყვი თუ რაღაცა და ბევრმა დაუტოვა, რომ დაეწყოთ არსებობა, რომ დაეწყოთ. ისინი ისეთივე ცარიელები ჩამოვიდნენ იქიდან, როგორებიც გაუშვეს აქედან. და რა ვისაც რით შეერნო, ნუ ხდებოდა დახმარებები რაღაც საოჯახო ინვენტარით უტოვებდნენ იმას. რაც პირუტყვი და ეგეთი რაღაც რითიც შეიძლება დატოვებდა. ერთი სიტყვით უთხრეს, რომ თქვენია ეს მიწა, თქვენია ჰაერის, წყალის, ყველაფერი და დიდი მადლობა ჩვენო ვიცხოვრეთ დროებით და აგერ თქვენ მიწა წყალი და გააგრძელეთ და იცხოვრეთ. და მაგათი ის
ბევრმა ცუდად გამოიყენა, ჩასახდნენ მაგათ სახლებში, მაგათ ტერიტორიაზე და დღესაც იქ ცხოვრობენ და ეს ხალხი გამორეკეს კიდევ რომელიც წელი იყო არ მახსოვს 92-13 წელი. გამორეკეს და არც არავის ბოდიში მოუხდია იმაზე რომ მე რამდენი ის იყო ამ ხალხის геноциди, მე რამდენად უწყობდნენ ამას геноциди. После того, как грузины уехали к себе, взаимоотношения этих двух наций вышли на новую ступень. Делегации и взаимные поездки стали частыми явлениями. На Кавказе обычно только в исключительных ситуациях девушки могут позволить выйти замуж за мужчину другой национальности. Но, видимо, взаимоотношения ингушей и грузин являются чем-то исключительным. Конечно, грузины ушли, но не совсем. Ушли друзьями, и они часто приезжают друг к другу в гости. Я помню, они сюда приезжали очень много. Вот в это село. Грузины имеют всегда хорошие отношения ингушей. Не знаю, я очень люблю эту страну, люблю народ, люблю песни, люблю все, что касается Грузии. Да и я люблю, и мои дети любят, все мы любим. По-моему, первая книга я читала «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Мне нравилось все. Не знаю, у меня с самого рождения к этой прекрасной стране любовь, большая любовь. И по сей день, и по сей день. Вся история говорит о тесных связях грузин и ингушей. Начиная с Хартлес Ховреба, начиная с времен царя Парнаваза, еще до новой эры. Так что я не думаю, что когда-либо с грузинами у нас были негативные связи. Насколько я знаю, всегда были позитивные. Всегда наши старики говорили, что грузины и ингуши это почти один народ, что одно и то же, что они никак не могут между собой, междоусобица между ними не может быть. То, что тесные связи были с грузинами, что ингуш свободно жениться мог на грузинке, и старики никогда не противились этому. Никогда между Грузией и Ингушетией никакой скандал не был. Они дружно жили, исключительно замуж брали, замуж выходили за ингушами, за грузинами. Дружно жили, и сейчас живут дружно. В 1988 году грузинский историк Хуцишвили посетил Ингушетию с целью больше узнать о быте и обычаях ингушей. Также он снял фильм, а гидом для него был известный ингушский писатель и поэт Идаис Базоркин. Сегодня, когда у меня такой радостный и торжественный и возвышенный день, я хочу вас попросить вот этот кинжал как символ грузинской и чечено-ингушской дружбы, как символ братства и величия наших народов передать Хамсахурдию, и пусть это у него будет тоже на память ему от нашего народа, как знак уважения. В 1991 году Грузия объявила о восстановлении независимости. В тот же день делегация из Ингушетии была в Тбилиси, где известный ингушский писатель, поэт и общественный деятель Исаак Адзоев выступил со словами поддержки. Даже трудно здесь что-то сказать. Мы ехали сегодня сюда, много машин, хотели высказать соболезнования тем родственникам, которые 9 апреля погибли и попали на самый великий праздник Грузии. Дай Бог, пусть Аллах услышит меня,
Пусть услышат все святое, что есть на этой земле, чтобы ваш этот праздник отныне был вечным. Когда мы собираемся, особенно кавказцы, на пиршественные столы, мы много хороших слов говорим друг другу. Грузины, сегодня вы поймете, кто у вас братья, а кто просто люди разговора. Сегодня вы это поймете. Сегодня я думаю, что депутаты грузинского парламента прекрасно знают, что в дальнейшем у вас будут тяжелые дни. Но ни шагу назад. Надо железно стоять. Теперь мы там живем с севера от вас. Нас, ингушей, немного. Но то, что есть, в вашем распоряжении будут. Я в этом железно уверен. Он отлично понимал, что Россия не отпустит Грузию и не позволит ей быть независимой. И действительно, в том же году в 2 областях местные бандиты по наводке из Москвы пытались дестабилизировать ситуацию. Спустя 2 года это выливается в войну в Абхазии, где осуществляется геноцид грузинского населения, составлявшего большинство в этой местности, на своей земле. Основу оккупационных сил составили бойцы так называемой Конфедерации народов Кавказа. Эта шайка была создана силами КГБ, якобы для защиты и объединения кавказцев, но абсолютно лживая по своей сути. Когда нужно было воевать за Россию в Абхазии, они воевали, но когда начался конфликт в Чечне, они боязливо поджали хвосты и отказались помочь чеченцам. Многие кавказцы были обмануты и поехали воевать в Абхазию, но не ингуши. С самого начала конфликта они заняли грузинскую позицию, потому что как никто иной понимали, каково это, когда тебя изгоняют из твоей же земли. В 90-х у осетин были конфликты и с ингушами, и с грузинами, потому им было очень не по душе такое единство у соседей. Нужно было это как-то изменить. И такая возможность появилась 26 мая 1994 года. В Ингушетии были убиты 8 грузинских рабочих, что стало большой неожиданностью как для самих ингушей, так и для грузин. Чуть позже выяснилось, что вина лежит на осетинских боевиках из пригородного района. Но даже из этой ситуации давние союзники вышли с достоинством. Президент Ингушетии Руслан Аушев помимо соболезнований сообщил, что ингушский народ сожалеет о том, что не смог сохранить жизни грузинских братьев, и назначил пенсии семьям погибших. Также состоялся митинг, где люди были возмущены действиями бандитов и всячески сочувствовали грузинам. В 2008 в Схинвальском регионе снова вспыхнула война. И снова северные кавказцы, находясь в составе России, пошли воевать против Грузии. В это сомнительное дело хотели втянуть и ингушей, на что последовала волна отказов и даже увольнений. Мамилов, Хадзиев, Оздоев, Акбиев, Тимиркиев – это лишь несколько фамилий, чьи отцы могут гордиться своими сыновьями, потому что воспитали мужчин, не поменявших честь на дешевые медальки. Я не могу опубликовать весь список в целях их безопасности, но факт остается фактом. Ни один ингуш не был замечен в этой войне. Ни один ингуш не должен с оружием в руках пойти в Грузию для того, чтобы там воевать. И ни один грузин не должен прийти с оружием в руках в Ингушетию, чтобы воевать с ингушами. Если грузины поймают ингуша, который туда пришел воевать, остальных можно взять в плен. А этого ингуша они должны расстрелять как предателя Родины.
Точно так же мы поступим и с грузином, который сюда придет. Так. Мы братья, а братья друг друга кровь не должны проливать. Вот это железное правило должно быть. С получением независимости Грузия стала местом цветения ингушской культуры. Там делают выставки ингушских поэтов, создаются совместные исследовательские общества, проводят дни ингушского языка. Ученые обоих народов совместно занимаются исследованием в области языка, этнографии и взаимоотношений. За могилами грузин, живших на земле ингушей после выселения, и по сегодняшний день ухаживают и содержат их в чистоте. В Тбилиси в честь Ингушетии назвали улицу, а вот в самой Ингушетии улиц, связанных с грузинами, уже минимум 7. Имени Важи Пшавелы, Чикобавы, Казбеги, улица Тбилисская, улица Грузинская и так далее. Отдельно бы хотелось выделить такую личность, как Иса Кодзоев. Всю жизнь он посвятил своему народу. За описание в своей книге «Казахстанский дневник» всех тягот жизни ингушей и чеченцев после выселения его осудили и отослали в колонию для политзаключенных. Он постоянно напоминал общественности о том, что случилось с ингушами, и в большей степени именно его настойчивость вынуждала советскую власть идти на уступки незаконно выселенным. Также он написал первую на ингушском языке историческую эпопею «Галгай». Неоценимой является его деятельность по консолидации ингушей и грузин. Ингушский писатель станет почетным гражданином Тбилиси. Я в тайне души мечтал об этом. Я сейчас открою вам эту свою тайну. Я мечтал быть каким-то образом, конкретно быть связанным с Тбилиси. В этом городе я всегда чувствую себя у себя. Вот, другим послом. Я люблю Тбилиси, я люблю этот город, я люблю эти старые камни, эти старые кирпичи, эти здания, ваши храмы христианские, хотя я сам мусульман. Мне очень приятно их видеть, потому что они древние, очень древние. И я люблю людей, всех люблю. Вот по улице идут люди, мне хочется здороваться с ними направо, налево. Я боюсь это делать, думаю, скажет какой-то сумасшедший ингуш приехал и здоровается. Просто я люблю. Неизменное куначество в течение 2500 лет является отличным показателем несгибаемой воли и настоящей кавказской надежности. Взаимоотношения ингушей и грузин могут быть образцом для всего Кавказа, ведь сила в единстве. Грузины хоть и более многочисленная нация, но никогда не пользовались этим по отношению к ингушам и всегда помогали в тяжелых ситуациях. Также и ингуши были надежными союзниками и в эпоху грузинского золотого века, и в моменты упадка. Вообще сейчас Ингушетия является самым маленьким субъектом Российской Федерации. Видимо, чем больше в тебе чести, тем меньше у тебя земли. Мы жили сколько со времен после Адама, мы жили рядом, жили вместе. Если мы не будем продолжать жить по-братски, как положено нормальным людям, то нам позор. Наши предки лучше нас жили, по-моему. Ну, сейчас понемногу люди начинают просыпаться. Ага. И теперь Грузия нам нужна как страна кавказская, как чашка, в которой собралась вся кавказская культура и кавказская наука. В общем, я думаю, вот этот свет, который оттуда, он нам, ингушам, в первую очередь